Ну, всем доброе утро. Спешно собираемся на экскурсию. За нами заехали чуть раньше, должны были в 10, приехали где-то без 20. Вот. Быстренько собираемся, бежим. Сегодня у нас двигаемся на северную часть острова. Вот, мы с Хабой, по-моему, дальняя точка, если я не ошибаюсь. Вот. Едем на экскурсию на буханочке. Вот это вид из нашего номера. Вот там вот стоит буханочка. Вот. И все. Сейчас мы быстренько бежим к ней. Мишки на севере. Или на севере. А, кстати, у нас здесь прикольные снеговики. Такие отъевшиеся при входе. Вот, снеговик, винер тогда. И все. Вот наша буханочка. Вот, пакуемся. И отправляемся. Здравствуйте. Все, залазим, едем. Наша первая остановка. Остановка называется Харанцы. Деревня Харанцы вон у вас напротив. Да? Вот на той стороне, на берегу деревня Харанцы. И этот остров тоже называется Харанцы. Здесь вы увидите наплески. Вот, также увидите гроты. Вот это, то есть, ну, пещера, да, такая. Вот. И все, и потихоньку ее обходите, этот остров, с той стороны. Против часовой стрелки обойдете. И все, и я там буду стоять вас ждать. Здесь красивейшие натовски. Виды, конечно, просто бомбически обалденные. Второй раз здесь, по сути, были только вчера. Но все равно на это смотришь опять широко, открытым ртом. Виды завораживающие. Безумная красота. Вроде просто лед. Чего тут смотреть? А нет. Это просто красиво. Наверх вон туда, кстати, можно подняться, если обойти остров примерно с противоположной его стороны. Мы вчера туда поднимались, вот там где камушки наверху. Там можно сделать очень прикольные фотографии. Так что, у кого будет время и желание, поднимайтесь. Вот. Но я так понимаю, здесь вопрос такой: чем больше потратишь времени здесь, тем меньше времени будет на другие точки остановки. А когда ты приезжаешь сюда первый раз, тебя высаживают. Здесь хочется, наверное, фотографироваться, можно фотографироваться у каждой льдинки, у каждой сосульки. Да, мы вчера не запланированно пришли сюда без групп, и мы здесь провели 1,5 часа. Так что как здесь уложиться в полчаса, это непонятно. Это при том, что мы достаточно быстро здесь ходили, скажем так. Мы не останавливались подолгу на точке, но кроме тех, где хотели сфотографироваться, снять видео, подождать очередь надо было, пока люди залезут, вылезут из грота. Вот. Потому что, чтобы сделать фото, естественно, надо дождаться очереди. Вот. Славень.
когда вы уже очереди дождетесь, сделайте красивейшие фотографии и видео. Людей много. Мы здесь уже фото делать не будем, мы здесь уже были. Вот тут как раз находится тот маленький грот, который все проходят мимо. Ну, они его просто не видят. Да, кстати, мы бы его тоже прошли мимо, если бы оттуда ребята случайно не вылазили, но нам повезло, скажем так. Он один здесь из красивейших, реально. Вот, находится он вот здесь. Понятно, что в следующем году не факт, что он здесь будет. Но сейчас он тут. Внутри там много места. Внутри там много места. Здесь он смотрится очень небольшим. Вот. А внутри там спокойно 3 человека. Причем там можно даже в полный рост встать. Да. Если не очень высокого роста. Вот. Ну мы еще полезем туда. Вот как раз очередная сюда ласка моя. Вот так вот это выглядит. Ох ты. О. Главное пролезть вот сюда. Все, я залез. А здесь уже можно спокойно встать. Вот такой вот вид. Вот мы здесь сидим. Вот такие вот тут красоты. Встать, конечно. Ну вот там вот можно, да, встать, если ты невысокого роста. Вот прям там, где ты сейчас находишься. Но вчера здесь уже было солнце, когда мы были между 12, и здесь было все гораздо ярче. Да, вот это время будет здесь чуть попозже, где-то через пару часиков. Вот. Ну, а я потихоньку полезу отсюда уже выползать и выползать. Выглядит это вот так. Вот выход вот так. И я выползаю отсюда. Блин. Ух. Ой. Кстати, берегите голову, потому что это жопа. Фу. Ну я вылез. Ждем пятачка. Давай выползай. Вот. Теперь вылез пятачок. Да, время, кстати, тоже важно, потому что солнце освещает по-разному. И вид, конечно, очень сильно зависит от солнца, от того, как оно светит. Вот, мы идем еще пролазить по другие гроты. Снять видео. Сейчас пролезем вот в этот основной грот, куда уже пятачок полез. Вот здесь при подходе к нему точно так же такие же шикарнейшие наплески. Сталактиты какие-то выглядят. Сталагмиты, не знаю, как правильно. Вот такая красота. Единственное, скользко. Надо идти аккуратно. Вот здесь вот такой бомбический вид. Просто шикарнейший. Ага. Ну а я полезу внутрь. Вот и красиво. Пятачок уже там. Опс. Упал, отжался. Вот так вот я проползаю в этот грот. Вот так здесь красиво. Здесь людей может поместиться больше. Но когда вдвоем, здесь гораздо красивее. Вот. Сниму, ребят, еще вот. Прям подо льдом видно дно, красивые камни. Вот этот грот здесь самый красивый, реально. Вот второй тот, где мы были
Я вам до этого показывал. А вот этот, за счет вот этого дна, это самый красивый грот, который здесь и есть. Вот. Внешний вид здесь вот такой. Ой, а как будто, одному вам здесь практически слой, да? видео Смотри, не вот здесь. снять, Как не будто, сфоткаться, потому что один фиг все будут мешаться, бубнить. да. Здесь камни! Вот так. Вообще прозрачно, залезайте. Идем в нашу буханочку. Ну, вот видите, ребят, когда здесь запретили, скажем так, рыболовный промысел, вот, это основную часть доходов местных как бы отбило. Вот, и сейчас живут по большей части люди туризмом. Вот. Ну, приезжайте, на самом деле, здесь реально очень красиво. Вот, ребята, у нас очередная остановка. Вот. Это очередной остров. Местные его львом называют. Он с определенного ракурса смотрится как лев. Название, к сожалению, его реально не запомнил. И вот нам рассказали то, что здесь вообще всего 10 островов находится. Вот. Ну вот, мы чуть-чуть обошли этот остров. Сейчас пытаемся разглядеть тут голову льва. Ну, как сказать, кстати, вот, да, вот что-то есть, но я вижу не лапки. Ты видишь какие-то лапки, а я вижу вот только голову, если вот так вот смотреть. Я, ребят, скажу это так. Льва видишь? Нет. И я не вижу. А он есть. Вот. Если кто-то увидит, вот, у каждого свое восприятие. Вот такие здесь прикольные разломы. Просто смотрится, конечно, грандиозно, масштабно. Круто. Лед и белый, и голубой. Перекликается. Такое ощущение, что здесь какая-то была битва магов. Сейчас мы находимся напротив деревни Песчанка, населенный пункт Песчанка. Ну, то есть, видите, вот где леса нет, да, видите, где вот песком припорошено, это все песок. Вот здесь в начале века был консервный завод. Ну, вот он был деревянный. И вот здесь вот консервированный, вот омуль консервировали, бички американские консервировали. И вот он, правда, деревянный был и сгорел. Его вот отстраивать не стали, а построили уже рыбзавод в Хужире. Вот. То есть первое производство рыбы вообще было здесь? Было здесь, ну так, грубо говоря, вот в этом месте. Но, ну, вот здесь сейчас, например, люди вот как бы живут, но и в то же время не живут, ну, как сказать. То есть вот здесь вообще фактически одна семья, грубо говоря, живет. Электричества у них нет, электричества уже нету здесь, нет. потому что... А как, они на генераторах? Ну да, конечно, на генераторах. Как бы люди, в принципе, всегда привыкают к тем условиям, которые у них ну, на данный момент есть, да. Куда ты денешься? Нету, и все, ты же не будешь сидеть и думать, а почему у меня нету, да. Просто ты приспособишься к этим условиям и будешь нормально жить. Или уедешь. А вот теперь основные 3 скалы видно нет. Всем? Вот эти вот 3 скалы, вот это 3 брата называется. Вот очередная остановка. Скала называется 3 брата. Вот, на этой остановке нам рассказали, что у нас будет обед.
Где-то готовится он будет 20-30 минут. По идее, мы за это время должны здесь погулять, все посмотреть. Вот. Будем ходить, наслаждаться видами. Да, много здесь красивых мест. Я не знаю, в каждом залипнуть, сделать фото, видео, это просто пипец какой-то. Нереально, сколько надо времени. Но нам надо бежать, поэтому мы потихоньку выдвигаемся. Вот такой вот ракурс. Там стал удачный УАЗик. Здесь можно сделать на его фоне офигенские фотки. Вот такая вот красота. Так, еще очередные фото. Вот такое вот можно сделать фото с прозрачным льдом. Вот так. Ну, а мы двигаемся дальше, ближе к обеду. Вот у нас вот такой супец. Это уха. А рыба какая здесь в итоге? Конечно, мы вообще не привыкли. Рыба? Да. Что за рыба? Какая водится? Кит. Рыба-кит. Будем считать, что омуль. Ну что, наверное, это роскошно, да? Нет, это как она, напой какая-то, которая такая. Пелить? А другая должна быть. Сейчас мы узнаем. Вот, ребята, сейчас будем тут пробовать тушиться. Как же вы будете без водочки? Спасибо Да, за всем приятного аппетита. Сейчас я попробую уху. Ушица прям легенькая. Кайф. Горяченького сейчас покушать. Обед самый то. Вкусно. Ну а мы кушаем, обедаем и выдвигаемся дальше. Ну вот, следующая наша остановка — это мыс Хобой. Переводится он как клык животного. И с определенных ракурсов реально смотрится как клык. Ну, даже вот отсюда видно. Это, в принципе, заключительная остановка в данной экскурсии на север. Вот. За этим мысом еще есть скала Дева, она называется. Мы сейчас к ней попозже тоже подойдем. Там она называется, соответственно, тоже в соответствии со своим видом. С какого-то ракурса можно видеть профиль женщины. Подойдем, попробуем снять. Да, на конечной остановке здесь, на этой так называемой, народу много очень. Также здесь такие же красивые наплески. Я уверен, что здесь будет еще видов очень много. Вот. Но наплесков я уже в других роликах очень много отснимал. Надо приезжать, все смотреть это самому. На камере это так, скажем так, для закуски, для затравочки. Кто не был, повод для вас приехать. Путешествуйте. Смотрите сами вживую, это очень круто. Вот так вот все выглядит вокруг. Просто шикарнейший вид. Красивейший вид. Фоток можно сделать просто миллион бомбических. Ну а мы идем, гуляем дальше. Да, ребят, кстати, в Хужире, да, проходит вот эта выставка, которую я вам покажу или уже показал. Скульптур, которые делают как раз из наплесков. Вот смотрите, здесь такие наплески.
Ни с чем ассоциации нет. Вот у этого, которого основного виду. Вы слышите, как трещит лед Байкала. Слышно должно быть. Но у меня сейчас у вас ассоциации не вызывает вот это ничего. Только ради контента. Не повторяйте. Ну вот еще раз. Лед Байкала. Вот. И мы здесь. Вот такая красота. Не знаю, видно вам, не видно. Надеюсь, что видно. Просто шикардосный вид. Лед просто безумный, какой-то нереальный. Как стекло. Красивые трещины. Такие пузырчатые образования. Не те, конечно, газовые пузыри, которые еще, надеюсь, мы увидим. Просто безумно красивый лед. Кажется, что такого? Лед. Нет. Этот лед стоит увидеть своими глазами. Здесь точно стоит побывать. Что, ребята, путешествуйте, приезжайте. Бомбические виды просто. Озеро Байкал. Вот, кстати, вид на Хабой с этой стороны. Да, похож на клык. Еще одна красота данного места. Мы подошли. Вот люди там делают фотосессии. Здесь делают много фото. Это голубой лед. Посмотрите, какой он реально красивый. Вот еще одна достопримечательность. Торосы или торосы. Передаст камера, нет, не знаю. Вот они из голубого льда. Тут людей много. Все делают фотографии, там вон фотосессию с платьем, если видно. Делают, тут можно обалденных наделать, конечно, фоток. Очень безумно красиво. Картинка, наверное, сейчас у меня будет дергаться. Просто на камере, на основной, сел аккумулятор. И что-то новое вставляю. Блин, они все высаженные в хлам. Холодно на улице достаточно. Поэтому, может быть, картинка будет дергаться. Снимаю просто на телефон. Ну уж как есть. Просто не могу не снять эту красоту. Высоте подо мной. Под ногами. Вот он, этот же голубой лед. Шикардосно. Ну и тут я уже дошел, если вы обратили внимание. Вот он, мыс Девы. В принципе, почему он так называется, вы можете сами догадаться. Приехали мы в отель. Сейчас в себя приходим. Заряжаем аппаратуру. Отдыхаем немножко. И бежим, попробуем снять закат. Мы все-таки успели на закат. На мыс Бурхан. Мы уже к нему сейчас подходим. Впереди 13 столбов СРГ. Я про них чуть-чуть рассказывал. Вот, ребят, шикарнейший закат. Здесь ребята запускают дрон. Вот, а мы будем встречать закат. О, добрались мы до места покушать. Кафе называется Юрта. Вот так вот оно выглядит. Бурятская кухня. Вот, и прям в виде юрты. И мы сейчас попробуем туда зайти, ну что-то заказать и покушать. Вот.
Вот, ребят, мы зашли в кафе «Юрта». Я вам бегло прям сниму. Вот так вот, людей не буду снимать, но вот такая здесь обстановка. Прикольная. Несколько столиков, она небольшая. Крупнейший в мире тропический лес. Вот, мы уже сделали заказ. Вот, все я не запомню, честно, но постараюсь все показать на видео, что мы здесь сделали. Мы заказали, я наконец-то взял суп бухлер попробовать. Мы взяли бузу, как всегда, попробовать. Взяли хушур по штучке, чебуреки решили попробовать местные. Ну и здесь мало, вот так, наверное, из интересного почти все. Да, вот взяли попробовать еще монгольский чай. Вот. Боулы. Вот, сладость. За все время первый раз мы решили попробовать боулы. У меня ассоциация вида, то, что я их видел, они похожи на такие на ушки, пончики. Вот, посмотрим, что получится. Ну и вот такое вот меню. Да, похоже было больше на хворост, да, ушки, хворост. Ну, соответственно, сейчас нам все будут приносить, будем пробовать кушать. Принесли первое блюдо, бухлер. Вот такой там кусок мяса и картошки, лучок. Дали досочку под мясо резать. Ну, сейчас я буду пробовать кушать. Сначала бульончик попробуем. Горячий, правда? Баранинка? Нет. Ну, бульончик, я скажу, недостаточно наваристый для меня, но вкусный. Я люблю бульон наваристый. Ну, а теперь попробую мясо. Его сразу выложу на доску. Попробую чуть отрезать. Мясо жесткое. Мне кажется, с супом что-то не то. Режется оно очень тяжело. Мягким и разваренным его не назвать. Вот. Для меня мясо достаточно жестковатое, но достаточно вкусное. Сейчас попробую еще с картошечкой. Суп просто не мой. Если кому-то это нравится, можете заказывать, но не мое. А мы ждем следующее блюдо. Так, принесли следующее блюдо. Мы, правда, уже их немножко уполовинили. Вот этот хушур. Такой мини-чебурек. Спасибо. Бузы. И чебурек. Один с мясом, один там микс. Ну и вот эта вкусняшка напоследок. Ну вот, сейчас я попробую хушур. Чебурек и пельмень. Ну, вот относительно чебурека, мне кажется, у него более толстое тесто, но в нем очень много начинки, очень много мяса. Да. Это очень вкусно. Тем, кто любит чебуреки и пельмени, однозначно это к пробе. Это стоит попробовать хотя бы раз. Следующее блюдо. Бузы, они же позы. В данном случае бузы. Сока чувствуется там много. Бульон горячий. Насколько смог, отпить отпил. Горячо. Рубленное мясо с лучком. Лучка здесь много, и мне, кстати, вот это она очень нравится. В других, то, что мы ели, лука как-то практически вообще в мясе не чувствовался. Я не знаю, как правильно, но вот так вкуснее. Да.
Достаточно неплохо. Бежали мы, бежали, ехали и добрались до чебурека. И по ощущениям, вот там руками трогаю, мяса там просто много. Не знаю, как на самом деле. Они же как тетка твоя любит. Тесто толстое, но вкусное. Да, у меня чебурек с мясом и с сыром. Ребят, вкусно. Вкусно, сочно. Чебурек здесь тоже рекомендую вам попробовать. Вот. Так что бузы, чебурек. Вот этот маленький чебурек, как называется, забыл. Кушур. Вот это точно здесь к пробе обязательно. Добрались до десерта. Бовы. Попробую сначала просто так. Ну, тесто похоже на пончик. Только единственное, что он не сразу с полужара подан, а оно немного как бы полежало. То есть вот такая консистенция. В принципе, вот этой сгущенкой должно быть вкусно. Сгущенкой с вареньем. Да. И монгольский чаек. Вчера мы его уже пробовали. Ну, кстати, здесь он был золотой вариант. Просто черный чай с молоком. Это и есть монгольский. Вот. Достаточно съедобно. Вот. Но по мне это разовое явление. Вот, а вы уже сами решайте. Вот. Ну, по поводу буз, кстати, спорили мы, сидели. Вот. И все-таки пришли к выводу, что, наверное, первое место все-таки, да, по бузам Юрте отдаем. Вот мы пришли в наш отель, на кухню. Мы взяли в сувенирном магазине, нашли омуля. Это улов слабой соли. Он уже чищенный. Вот. Местные сказали, что вылов омуля вообще запрещен. Вот. Но чисто на удочку разрешают ловить немножко. И поэтому, потому что немножко они ловят по 4-5 штучек. Они так небольшим количеством его продают. Вот, они вообще не очень любят говорить на эту тему, потому что, видно, тема такая не очень с этими запретами со всеми, но люди выживают как могут. Вот. Мы решили взять попробовать. Как нам сказали, он уже готовый. В принципе, его надо просто порезать, как селедочку, и поесть. Сейчас будем пробовать. Сейчас я его разделаю, насколько я смогу. Будем пробовать. Вообще почти не соленый. Жирненькая такая рыбка. Достаточно вкусная. Ну что, пробуй. О, еще присолить, конечно, перчить. У нас свой рецепт. Сейчас расколотку не дают. Ну что, вкусно? Вкусно? Я говорю, вкусно. Она даже вот и без перца и соли, она реально вкусная просто сама по себе. Ну вот, ребят, если попадете, в общем, и сможете взять такую рыбку, пробуйте, берите обязательно. Очень вкусно.